В этом видео мы начнем довольно длинный разговор о создании форм в вашем боте. Тема довольно обширная, поэтому для начала давайте в общих чертах опишем, что вообще из себя представляют формы в конструкторе. Для этого мы снова перешли в онлайн-руководство и обратимся к руководству по формам. Для этого переходим в раздел на русском языке. Руководство. Формы обратной связи и Q&A чат. Так как вы видите, по формам собрано большое количество руководств. В этом видео мы разберем только введение, чтобы иметь общее представление о том, с чем мы будем работать на протяжении нескольких следующих видео. Переходим в краткое введение в обратную связь. Так, для начала давайте дадим определение, что вообще такое формы и обратная связь. Так как видно из руководства, функция обратной связи и создание форм позволяет администраторам ботов задавать различные вопросы пользователям, получая ответы в виде чата, а также собирать как текстовые данные, так и медиасодержимое. Функционал форм позволяет отвечать пользователям как из самого бота, где была создана форма с вопросами, так и из группы, куда бот может перенаправить ответы юзера. Текстовые данные можно сохранять в переменных, просматривая их в сводных таблицах типа Excel, или отправлять, дублировать аккумулированные в переменных данные в Telegram-чаты при помощи экшенов. В целом, формы можно разделить на два основных вида. Это предназначенные для некого общения между пользователем и администратором бота. То есть все ответы юзера могут приходить в бот, и администратор может отвечать прямо из бота. Это не самый удобный, однако иногда необходимый способ общения. Он также является более простым способом и поэтому доступен большинству из администраторов. Такие формы легко создавать и легко пользоваться. Однако они не очень удобны для сбора данных и каких-то долгих разговоров. Поэтому пользоваться ими следует для того, для чего они, собственно, и предназначены. Если вам нужны более сложные формы, тогда, конечно, все данные формы лучше пересылать в отдельный чат, там собирая необходимую информацию. Обо всем об этом мы будем говорить в этом цикле видео. Функция обратной связи естественным образом интегрирована в функционал создания меню. Создание форм в конструкторе реализовано через создание кнопок и сообщений. По сути своей, форма – это кнопка с некоторым набором сообщений, которые представляют собой определенные вопросы. Каждое сообщение кнопки, в которой создается форма, представляет собой отдельный вопрос. Вопросы формы могут чередоваться с обычными сообщениями. Обычные сообщения будут показаны юзеру, но не будут отправлены админу. Обратите внимание, что форма не может быть добавлена в главном меню, то есть в корне вашего бота. Таким образом, в корне сначала нужно создать кнопку, а уже в этой кнопке создавать нужную вам форму. Следующим важным моментом являются типы вопросов, которые можно использовать в формах. Итак, вопрос в контексте создания формы обратной связи – это отдельное поле, куда юзер должен вписать или перенаправить запрошенные в нем данные. Существует несколько типов вопросов. Тип вопроса определяет тип принимаемых данных и выбирается в зависимости от того, какие данные и в каком виде вам необходимо принять от юзера. В зависимости от типа данных их можно записывать в переменные или просто пересылать в чат админа. Например, картинку напрямую нельзя записать в переменную, поэтому ее придется пересылать. Итак, типы вопросов.
На момент создания руководства существует 3 типа вопросов в основном функционале и 3 в расширенном. Итак, основные вопросы – это вопрос с одиночным ответом. В этом случае пользователь должен ответить одним сообщением. Вопрос с мультиответом. В этом типе вопроса пользователь может ответить любым количеством сообщений, но одно обязательно. Вопрос с выбором одного варианта. Пользователь может и должен дать ответ, выбрав из списка возможных вариантов, предложенных админом. Для форм существует и расширенный функционал. О том, как его приобрести и активировать, вы можете прочитать в этом руководстве. Итак, первый из расширенных вопросов – это запрос контакта. В данном типе вопроса от юзера потребуется отправить свой номер телефона боту. Второй вопрос из расширенных – это запрос местоположения. В этом вопросе от юзера потребуется передать боту данные своего местоположения. И третий вид вопроса из расширенных – это бросок кубика. Это условное название, которое позволит юзеру сгенерировать случайное число путем отправки боту одного из специальных стикеров, выделенных для этих целей самим Telegram. Разные стикеры будут генерировать разные числа. Кроме непосредственно самих вопросов, в формах можно использовать и ввод переменной. В этом случае ответы пользователя будут записываться в переменную, и впоследствии все эти ответы можно будет собрать в одном сообщении и отправить администратору. Кроме того, в формах можно добавлять и скрытое сообщение. Данное сообщение будет видно только админу, и юзеры никогда его не увидят. В этих сообщениях можно выводить всякую техническую информацию, которая необходима для админа, например, триггеры или какие-то команды. Кнопка с формами будет содержать в своих настройках и настройки формы. Количество и вид настроек будут зависеть от подключенных расширений. Примером может служить отключение кнопки «Отмена» в созданной вами форме. То есть пользователь не сможет отменить заполнение формы и должен будет закончить ее заполнение. И последний на сегодня вопрос, который мы рассмотрим, это виды форм. Формы по своей структуре могут делиться на несколько видов. Это, например, простая форма, которая будет состоять из одного вопроса, обычно с одиночным ответом. Такая форма, по сути, просто позволяет юзеру связаться с админами бота. Комплексная форма – это форма, которая состоит из нескольких вопросов, обычно разных типов, и позволяет не просто связываться с админами, но и собрать необходимые данные для отправки админу. Последний вид форм – это кастомная форма. Такие формы имеют сложную структуру и включают в себя, кроме непосредственно самих вопросов, еще и кнопки, содержащие экшены, а также переходы при помощи команд. Об экшенах мы пока не говорили, поэтому особо не будем сосредотачиваться на подобных формах. Они требуют определенного количества знаний для создания. Однако при этом представляют собой очень гибкий инструмент и позволяют создавать практически формы любой сложности. На этом мы завершим вводную часть, касающуюся форм.